Привет, друзья! Как и обещали, сегодня выходим в прямой эфир для рисования вот этого прекрасного животного, шиншиллу пломбирчика. Нам нужна сухая пастель и абразивная бумага. О материалах еще немного расскажу в процессе рисования, а сейчас начинаем. Как любой рисунок, чтобы мы не начинали большую композицию, либо маленькую зарисовку, все начинается с композиции. И в случае с сухой пастелью я предлагаю выбирать цвет, который максимально похож на цвет фона и по тону, и по цвету, чтобы не был очень светлый и не был очень темный, потому что в конечном результате эти технические все штрихи могут быть видны. Начинается композиция с размещения габаритов, то есть крайние точки по вертикали, такие засечки, делаем засечки. Верхняя точка в данном случае ушко, так, правая, нижняя лапки, плюс-минус. Это все примерно. Мы себе намечаем условные рамки, в которые должны вписать в нашу фигуру. И чтобы рисунок не был очень большим, чтобы ему не было тесно в нашем формате, и не был очень мелким, потому что будет такое ощущение, что хочется обрезать лист. Далее сложную форму, фигуру начинаем анализировать, разбивать как бы на геометрические формы. Вот посмотрите, форма головы вместе с ушками, она приблизительно вот похожа, да, чуть-чуть на такой треугольник. Вот мы этот треугольник, очень условный, намечаем. Так, немножечко стараемся соизмерять части. Вот этот треугольник от нижней части до верхней точки ушка. Если мы померяем на референсе, это будет примерно 2 одинаковые отрезка. Так, плюс-минус. Наметили. Теперь намечаем немножко форму тела, такой овальчик, такой, можно сказать, прямоугольник со скругленными сторонами. Тело чуть выше, чем линия лапок, потому что вот мы еще оставим место для лапок. А теперь эту странную форму приводим к более узнаваемой фигуре шиншиллы. Что же нам нужно еще? Линия черепа. Мы же наметили треугольник с учетом ушек. Вот теперь мы разбиваем этот треугольник на более узнаваемые, реалистичные формочки. Скругляем этот острый треугольник. И только после этого мы для себя намечаем оси симметрии. Для того, чтобы не была фигурка строго, как фотография на паспорт, мы ищем ее центральную ось и видим, что она немножечко в развороте. Правой к нам части чуть больше, нежели левой. А тело почти симметрично. Вот мы так условно наметили эту точку. Для более точного рисунка начального мы продолжаем линии, чтобы узнать, на каких осях, на каких точках находятся некоторые детали. Например, где нам наметить глаза. Да? Потому что глаза — это одна из таких самых ярких, контрастных деталей. А посмотрите, если мы проведем линию тела сквозь голову, мы увидим, что именно на этой линии находятся глазки. И для нашего начального рисунка нам достаточно сделать намек на эти бусинки. Больше на данном этапе мы не прорисовываем. Вот здесь идет у нас намек на носик. Вот примерно форма головы у нас уже есть. И на этом этапе мы контурный рисунок оставляем и начинаем набирать по чуть-чуть, очень плавно, в несколько слоев ее основные цвета. Я рекомендую брать не самый темный для шерсти, например, цвет,
но и не самый светлый. Ни в коем случае не белый цвет. В данном случае можем взять, я бы его назвала розовая охра, и плашмя боковой стороной мелка, не в полную силу, очень легко набираем первые слои шерсти. Вот видите, для чего нам не надо было прорисовывать детально этот контурный рисунок, потому что все равно мы наберем цвета массы, и даже если бы мы сделали очень подробный рисунок, он у нас бы перекрылся очень быстро. Первая такая условная масса, но силуэт уже просматривается. На данном этапе, вот если мы посмотрим на референс, есть такое чувство, что шиншиллка освещается с левой стороны. Соответственно, правая сторона будет затемненная. Вот я предлагаю взять такой холодный серый и задать чуть-чуть намека на собственную тень. Собственной тенью называется затемненная сторона предмета, затененная, то есть противоположная цвета. А падающая тень — это уже тень, которая падает на поверхность, на какую-либо поверхность от предмета. Если мы проложили тень, чуть-чуть, соответственно, усилим свет. Вот видите, мы начали работать со среднего тона, даже не цвета, а тона. Да? Тон — это понятие темнее, светлее. А теперь выводим в две противоположные стороны. Немножко тени, немножко усиление света. После этого мы можем затянуть также средним тоном части, которые отличаются по цвету от основной массы. Например, ушки. Да, они коричневые, такие серо-коричневые. Конечно же, в них очень много разных соотношений более темных мест и более светлых. Но сейчас, на данном этапе, нам достаточно сделать общую массу. Обратите внимание, этим же цветом я чуть-чуть сделала намек в районе глазок, потому что эти же темные ворсики здесь также находятся, чтобы у нас ушки не были как бы вырезаны отдельно, приклеены. Мы связываем отдельные части фигурки воедино. Мы еще это будем повторять. И только после этого, когда у нас есть какой-то намек на фигурку, мы основные наши массы цвета и тона немножко связываем с основой. Я уже с самого начала говорила, что работать мы сегодня будем на абразивной бумаге. Что значит абразивная? Значит, шершавая бумага с абразивным напылением. Растирать нужно аккуратно, чтобы не оставить на ней все пальцы. Легко втираем, растираем. Таким образом, первый слой связываем с поверхностью, плюс мы создаем некую такую мягкую шерстяную подложку. Вот мы его можем просто разглаживать и чувствовать уже его мягкую шерсть, его фактуру мягенькую. После этого начинаем уточнять, где у нас какой элемент, где у нас находятся места темнее, какие светлее. В принципе, это и есть процесс рисования. Да? Все время мы анализируем, какое место темнее, какое светлее. Смотрите, мы никогда не рисуем глазки. Да? Вот после этого общей заливки мы возвращаемся к деталям. Да? А мы не прорисовываем сами детали идеально, там носик, ноздри, уже не говорю о усиках. Мы сначала создаем большие объемы. Например, чтобы глаза красиво, реалистично вписались в форму,
им нужно создать глубокие глазницы. Темно-коричневым таким шоколадным цветом. Вроде нарисовали глазки, да, но мы их сразу же и растушевали для того, чтобы такая себе ямочка, да, глазничка получилась. Делаем небольшой намек на нижнюю затененную часть мордочки. Вот объемчик пошел. Видите, один штрих темным цветом, потом растушевка в верхнюю часть, да, чтобы формировалась голова, и мы пальцами, можно сказать, сразу же формируем нашими движениями форму. Все движения пальцев идут по форме. Возьмем чуть светлее мелочек для уточнения деталей. Почему не рекомендую брать сразу контрастные темные цвета? Потому что велика опасность на таком этапе ошибиться с местоположением. Это если мы сделаем очень контрастно какую-то деталь, ее очень сложно перекрыть. Если же мы работаем более мягко, видите, сначала таким легким коричневым цветом разбеленным мы сделали намек на ноздри, только потом мы их уточнили более контрастно. Сразу же давайте добавим чуть розового цвета. Носик у шиншиллы очень милый, розовый. Как мы видим, ниже этих ноздрей снова идут такие осветленные маленькие мордашечки. Чуть штрих и растяжечка. Обратите внимание, растираем уже не полностью, так как в начале основные массы, да, мы делали заливки, а уже в четком направлении. Очень часто какое-либо затемнение имеет одну сторону контрастную, а другую с мягкими растяжечками. Мы это делаем ребром мелочка, вот таким образом. Даже уже создается у нас намек на шерсть. Просто делая такие заливки более тонкие, правда, у нас уже есть намек на шерстку. Вот, ну чуть-чуть можем и пригладить. Все-таки шерсть у шиншиллы очень мягкая. Видите, мы работаем на одном месте практически сейчас одним мелком, но от степени нажима мы получаем разный тон. Можно на мелочек нажать очень сильно и выжать из него весь цвет, который он может дать. Можно легонько коснуться поверхности, а так как у нас поверхность абразивная, то даже самое легкое касание оставляет видный след. Вот, посмотрите, как у нас формируется мордочка. Так? Но вместе с тем обратите внимание, что у нас нет никаких контрастов. Вот, мы работаем все равно светлым, хоть и светлым цветом, но не белым. Конечно же, пломбирчик у нас не чистого белого цвета, но поверьте мне, даже если бы мы рисовали белоснежного какого-то представителя пушистых, все равно мы бы на приблизительно таком этапе использовали бы розовые, серые, голубые цвета, но не белые. Белые цвета используют в более таких этапах уже детальной проработки. Вот посмотрите, без особых деталей, контрастов, но у нас уже прорисовывается голова. Не увлекаемся в верхней части, хотя понятно, в любом портрете, в любой фигуре лицо, особенно глаза, да, это главные элементы. Мы переходим на следующее, потому что и лапочки, и вот эти складочки, это все часть нашего портрета. Смотрите, у нас под шейкой идет такой себе воротничок сначала, вот если проанализировать форму, а потом в обе стороны, вправо и влево, идут такие по форме дуги рукавчики. К центру
маленькие милые лапочки. Намек есть. Следующие детали, вот как ярусы идут, такие складочки. Вот, посмотрите, все время работаем, почти все время ребром. И смело заполняем уже более сильным нажимом шерстку. Нижняя часть фигуры немножко с таким намеком на вот, лапки, как будто бы в штанишках. Чтобы этот эффект получился, освещенную часть каждой штанинки чуть-чуть подсвечиваем. Вот видите, и у нас такие два объемчика отдельные получаются. Ну вот, если мы уже подсветили цвета в нижней части, почему бы нам не дать подсветочки и на этих верхних ярусах. Обратите внимание на стиль движения мелка. Мы вроде бы идем по дугам, но мелок идет не по форме, вот движение мелка, не по форме этой дуги, а за шерстью. Как шерсть растет, ворсинки идут вниз и в стороны. Вот такими мы же движениями мы заполняем наш рисунок, чтобы каждое движение мелка повторило в форме роста шерсти. Так, вот в какую сторону, вот так мы и заполняем. Освещенную часть, вот эту всю щечку, мы можем также более сделать освещенной, более светлой. Вот за глазиком даже мы видим, какой хороший заполняющий свет. Этот глаз у нас идет более в тени. Там будет освещенная еще часть, но не таким светлым мелком, потому что даже если референс нам показывает одинаковые цвета с более освещенной части и более затемненной, но мы художники и делаем все по более жестким правилам, нежели фотография, потому что мы же не знаем, что было с затемненной части. Может, там стоял какой-то предмет, который отбросил яркий светлый рефлекс, так? И получился некоторый засвет. Мы его нарисуем таким ярким, как свет, и у нас получится каша светотеневая. Поэтому мы держимся правила: освещенная часть более светлая, нежели затемненная. И таким образом мы получим грамотный рисунок, в котором будет и объем, и форма, все будет профессионально. А если пастель оставляет такие маленькие крошку, мы ее можем, если она нам мешает, немножко сдувать. Освещенную часть, даже нижнюю, вот мы чуть-чуть подсветили. Вот на таком этапе мы можем переходить на более яркие контрасты. Какой у нас самый яркий контраст в данном рисунке? Конечно же, глаза, эти блестящие бусинки. И вот сейчас мы берем черный цвет и смело сначала по контуру так заполняем, потом не полностью, не надо закрашивать полностью, потому что в глазах, так как они глянцевые, очень много рефлексов. И вот этот условный коричневый цвет, который мы сразу задали, он и будет служить таким себе цветом рефлексов, условным. Вот, посмотрите, просто черные пятнышки. Теперь этим же черным цветом мы делаем такие характерные у шиншиллы, как стрелочки, вот такие растяжечки мелких штрихов, как шерстинок. Посмотрите, именно в нижней части они как стрелочки хорошо видны, и я бы и наверх тоже бы их дала, вот. Но только не плотно заштриховывая, а сразу намеком на шерсть. У нас получается такая игра темных светлых штрихов. Так, и один из самых сочных мазков — это блик. Вот посмотрите, как глаза сразу же стали блестящими. Вот, немножко по затемненной части можно дать голубого рефлекса. Теперь, что у нас еще темное? Это некоторые повороты на ушках, вот контур, да, с поворотиком. Сразу же ушки
становятся объемными. Темные места под лапками. Вот штрих и растяжечка. Очень долго, очень тщательно лучше не прорабатывать. Намного эффектнее. Остаются штрихи экспрессивные. Вот, например, даже чтобы сделать этот разбор шерсти на такие группки, лучше делать экспрессивные, довольно-таки резкие. Вот, движения. Так, вот посмотрите, нижняя часть мы сразу же выводим тень, так, падающую тень. И давайте поставим шиншилку наконец-то на лапки. Лапки у нее вот такие пальчики, 3 пальчика, да, видно, разобранные. Сначала основным нашим, как я говорила, розовой охрой, вот основным цветом, а теперь действительно добавим розового оттенка. Вот такие они получаются живые, нежная кожа у них чувствуется. Это же повторим и с верхними лапками. Мы не отрабатывали фон в данном этапе, потому что работали все с шерстью, да? Но вместе с тем и край шерсти мы не отрабатывали. И только на этом этапе, когда нам надо отработать шерсть, мы сделаем чуть-чуть намек на фон. Так? Вот я предлагаю, чтобы выйти из этой монохромной гаммы, давайте сделаем вот такой смелый терракотовый фон. Теперь посмотрите, интересный эффект. Растираем фон по этой границе, и только после этого берем светлый цвет и делаем намек на шерсть. Вот, посмотрите, теперь у нас красиво шерсть, полупрозрачно, так вот реалистично выходит на фон. Ну и, конечно же, одна из самых ярких деталей — это усики. Легкими движениями. Очень важно, чтобы усики были живыми, такими не проволочными, а действительно легкими. Мы движениями руки, вот, просто такие летающими. Сначала светлые, но, как мы видим в референсе, там есть и темные усики. Я предлагаю серым цветом, не черным, потому что это будет очень контрастно, чересчур для нашей милой шиншилки. Вот. Теперь этим же серым цветом мы можем чуть-чуть усилить тени, можем усилить эти группки шерсти, да, потому что она такая как бы неоднородная. По форме добавили немножко этих живых фактур. Можно добавить еще основу, на которой она стоит. Я предлагаю сделать более темной, чтобы сразу же был намек на падающую тень. Отсюда свет, значит в противоположную сторону идет и падающая тень. Смело в тень можем брать синий цвет. Посмотрите, как красиво, какой глубины добавил темно-синий цвет в эти черные коричневые, которые мы взяли для тени. Давайте чуть-чуть сделаем намек на освещенную часть на лапочках, чтобы и они были объемные. Так, отрабатываем еще фактуру шерсти. Вот на темном фоне хорошо видно ворсинки. Можем дать затемненной части шиншиллы для контраста светлого фона. Посмотрите, как интересно получается игра разных по цвету, разных по тону и по теплоте. Но, как интересно, начинают играть эти светлые, темные, теплые и холодные соотношения. Так же, как мы в падающую тень добавили синего, также мы можем и в саму шиншиллу, в ее затененную часть добавить, но не такого уже синего, а более мягкого,
голубого цвета. Есть такое ощущение синей подсветки, такого рефлекса с затененной стороны. Вот это то, что добавит объема, пространства. Можно, сейчас я смотрю, немножечко усилить цвет фона возле шиншилки. Уже выше не пойдем, потому что у нас здесь усики. Вот. Смело оставляем штрихи свободные, оставляем цвет бумаги. Он также работает на нашу композицию. То есть оставленный цвет бумаги не говорит о незаконченности, а он добавляет больше свежести, живости нашему рисунку. Снова возвратимся к верхним лапкам. Чуть-чуть света на освещенной части. Вот небольшой штрих света мордочки. Посмотрите, еще симпатичные какие детали. На ушках эти ворсинки, шерстинки. Вот самые вкусные детали мы начинаем отрабатывать, конечно же, в конце, когда основная масса. Кстати, можем добавить чуть-чуть розово-оранжевого в ушке цвета. Вот, как бы кожица нежная просвечивает, более даже розового, может. Видите, какие ушки симпатичные получаются. Еще ворсиночек по ушкам. Татьяна, может быть, вы в процессе ответите на вопрос. Есть ли у вас мастер-классы по написанию котов пастелью? Да, конечно. В Open Art Academy у нас есть мастер-класс. Именно пастелью рисуем кошку, отрабатываем ее форму, фактуру. Спасибо. На данном этапе уже видно, у нас есть форма, у нас есть характер, видно нашего героя. Если говорить, что нет предела совершенству, конечно же, можно отрабатывать и отрабатывать детали. Для анималистичного скетча, для такого характерного рисунка пастелью на данном этапе уже можно сказать, что мы заканчиваем. Еще, смотрите, усиливаем свет на освещенной, на объемной части головы. Давайте еще чуть-чуть такие эффектные засветы. Кстати, мы можем смело делать такие эффектные растяжечки цвета на фон, будет эффект свечения. Это уже немножко даже такие декоративные приемы. Если есть желание, можно усилить именно эту декоративную составляющую. Вот немножечко контраста в районе носика. Вот видите, мы продолжаем усиливать свет и тень, потому что именно на этих соотношениях света и тени и строится изобразительное искусство. Усиливая тени, мы делаем форму более объемной. Вот как у нас шерсть на более затемненную часть фона выходила, также можно сделать наоборот по затемненной части шиншиллы немножко дать мягкой фактуры на фон. Друзья, я очень рада, если вы сегодня с нами рисовали. Если кто не рисовал, может, просто смотрели процесс создания рисунка пастелью. Конечно же, для более детального рисунка отрабатывается более тщательно конструкция. Все можно более глубоко исследовать и рисовать. Но я очень надеюсь, что вам понравился сегодня наш эфир. Заходите на страничку Open Art Academy, смотрите наши уроки. У нас есть много интересного для вас. Творите, наслаждайтесь рисованием. Удачи, друзья! До встречи!